Всем привет! Давно не было роликов по React. Хоть я, конечно, и написал здесь, что в ближайшую неделю-две роликов не будет, потому что я готовлю большой материал для вас. Но я решил, что все-таки сегодняшняя тема не будет лишней, потому что эту тему мы будем использовать в том проекте. А сегодня мы конкретно поговорим про React Router DOM версии 6.4 и выше. Что такое React Router DOM? Это навигация по React приложению, я думаю, все знаете. Чем примечательна версия именно 6.4, потому что она привнесла довольно-таки большие изменения в React Router DOM. И сегодня мы с вами рассмотрим базовые вещи, которые были добавлены. Более детально мы это уже проработаем, когда будем делать проект, когда я запишу весь материал и выложу. А сейчас мы просто с нуля с вами посмотрим, какие новые базовые вещи мы можем использовать с под капота React Router дома. Для этого мы будем по шагам идти. У меня есть обычная пустая папочка, где мы будем сейчас инициализировать с вами по шагам все зависимости, которые нам потребуются. В первую очередь нам нужно само React приложение. И его мы будем инициализировать при помощи вид. Вид это некий такой сборщик. Если обычный Create React App, который вы раньше пользовались для создания React-приложения, использует под капотом Webpack, то вид уже использует другую технологию, и он получается гораздо быстрее, чем Webpack. Поэтому мы будем его использовать. Сайт называется vid.js.dev. Переходим в Get Started. Листаем тут вниз, и тут будет показано, как нам его установить. npm create with latest. Поэтому я говорю, что мы его устанавливаем и ставлю точку, что в данную папку. Он нам дальше предлагает, что мы хотим тут инициализировать. Я говорю, что нам нужен React приложение, и давайте будем использовать TypeScript. И дальше нам нужно установить зависимости. npm install. И смотрите, вам не нужно знать TypeScript для этого урока. Вам нужно просто понимать немножко, как работает сам React, чтобы разобраться в React Router доме. Если вы не знаете, как работает React, этот ролик не для вас. Потому что здесь у нас React навигация. Окей, приложение проинициализировалось. Давайте дальше. Мы поставим Tailwind для стилей. Get started. Здесь есть Framework Guides. Вид. Так, говорят, что нужно установить приложение. Перейти в приложение. Дальше нам нужно установить Tailwind. Нам нужно проинициализировать конфиг. Есть. Дальше нам нужно изменить контент в конфиге. Tailwind конфиг. Мы контент меняем. Дальше нам нужно добавить директивы стилей. Мы идем в src, индекс CSS, все убираем, добавляем директивы. И дальше нам говорят, что мы можем уже запустить приложение npm run dev. Давайте скопируем этот заголовок и проверим, что все работает. Давайте npm run dev. Все, приложение запустилось. Открываем его. Вот тут есть что-то есть. Давайте мы пойдем в app.tsx. Почистим все, что тут есть. И добавим заголовок, чтобы мы видели, работает ли. Да, у нас все работает. Underline, underline. Отлично. Но еще нам перебивают эти стили, поэтому мы их удалим. И, в принципе, можем app.css полностью удалить. Так, давайте еще остальные зависимости поставим. Нам еще потребуется сам React Router DOM. То есть у него reactrouter.com. Здесь есть туториал. И здесь есть команда, как нам его установить. Нам говорят, что проинициализируйте проект, перейдите в него и установите вот эти зависимости. Мы дополнительно, я не буду включать проект, мы сюда же просто поставим эти зависимости. И еще нам потребуется Axios для запросов. npm install Axios. Неправильно. Axios. Вот так. Есть. Есть. Теперь давайте разбираться с приложением. У нас тут есть много чего, и нам все это не интересует. Давайте мы создадим папочку Components. И создадим папочку Pages. У нас будет много страниц, поэтому мы создадим папочку Pages. И чтобы все быстрее было, базовые компоненты я перенесу из заранее подготовленных файлов. В компонентах я создам header.tsx, и его я возьму из компонент header. Я сейчас буду объяснять, что здесь у нас есть, чтобы вы не путались. Мы добавляем header. В хедере у нас ничего сложного, у нас просто есть header и линки. Линки это для перехода как раз таки по навигации React Router дому.
Мы их импортируем, видите, из React Router DOM. И мы говорим, что это ссылка, которая будет переводить на главную страницу, на страницу posts и на страницу add post. То есть вот по такому адресу. Окей, с компонентами достаточно. Дальше страница. Начнем мы страницы с layout. Layout.tsx layout.tsx. Что это такая за страница? Давайте мы ее скопируем. Вот тут есть pages у меня layout. Я скопирую это. Добавлю. Что у нас такое layout? Layout это, грубо говоря, такая общая оболочка, внутри которой будет строиться все приложение. Мы тут видим, что есть какой-то общий div, где дальше есть header, дальше у нас контейнер, чтобы весь контент был по центру, и компонент outlet. Компонент outlet говорит о том, что все компоненты, которые будут обернуты компонентом layout, будут выстраиваться вот тут. То есть, получается, мы компонентом layout обернем все остальные компоненты, которые у нас существуют. И таким образом, у нас у всех компонентов будет, допустим, сразу по умолчанию header, и из-за роутов будут меняться только вот этот outlet, который будет уже по необходимости в роутинге мы настраивать. Это что касается компонента layout и outlet. Дальше. Дальше у нас будет страничка. Давайте мы посмотрим, какая. Давайте home создадим. Скопируем home. Вот так вот мы создадим home tsx и добавим этот код. Здесь просто заголовок homepage. Есть. Дальше. Что нам еще потребуется? Давайте все странички создадим уже так по порядку. Add post. Вот так вот pages. Add post.tsx. Добавляем, тоже рассматриваем. Здесь форма, label и input. То есть ничего сложного. И экспортируем этот компонент. Дальше. Что у нас там дальше по компонентам? Так, error page. Копируем. Сюда. И добавляем error page.tsx. tsx. Добавляем. Здесь у нас просто div, где есть картинка и линк для перехода на главную. Эту картинку я сейчас также закину. Я ее подготовил. Она у нас есть в assets, page not found. Мы ее закинем просто в assets. Это обычная картинка, ничего там интересного нет. Окей. Error page. Дальше у нас что идет? Так, есть. Posts. Страничка posts. Копируем. Сюда мы добавляем тоже posts.tsx. Мы ее добавляем, тоже смотрим, что у нас тут есть. У нас есть посты, где есть просто заголовок и какой-то линк. Мы этот линк импортируем из React Router дома. Это тоже для навигации. И пока выведем просто текст post title. Это такая базовая оболочка, просто чтобы нам не тратить время на написание стилей. И single post. Я также его копирую. Перехожу в посты, в наш проект и создаю single post.tsx. И добавляю этот код. Смотрим, что здесь. Здесь тоже ничего сверхъестественного. Заголовок, линк, который мы импортируем из React Router DOM уже известного. И просто div с чем-то там. Окей. И, по-моему, на этом все. Single post. Да, и на этом все. Тут больше ничего у нас нет. Можем этот проект теперь скрыть. И теперь дальше будем работать. Все закрываем. И поехали. В первую очередь нам нужно отказаться. Это не то, чтобы нужно. Нам просто нет в этом необходимости от компонента app. Давайте теперь посмотрим, как у нас работает наша React навигация. Мы перейдем в tutorial и листаем дальше вниз. Вот так вот тут устанавливаем. И нам говорят, опа, добавление роутера. Нам нужно в файле main.jsx добавить вот такую вот переменную. Давайте это сделаем. Мы идем в main.tsx. Так, компонента app у нас нет. И вот тут мы создадим переменную router, которая будет равняться create browser router. В свою очередь мы видим, что он нам возвращает массив объектов.
массив, объект. И в первую очередь он говорит, что есть какой-то path и есть какой-то element. Давайте повторим. Path у нас будет это главная страница, а element у нас будет... Давайте пока, знаете, что сделаем? Сделаем h2 и сделаем hello React. Сохраним. Дальше нам нужно этот роутер сделать провайдером. Смотрите, нам тут не нужно выводить компонент app. Мы его убираем. Мы вообще его удалили уже, у нас его нет. Дальше мы делаем просто роутер провайдер. Роутер провайдер. Мы импортируем его из React Router DOM и сюда передаем роутер. То есть как props, роутер, и передаем тот роутер, который мы создали с вами выше через create browser router. Если мы теперь перейдем в проект, обновим, мы видим, что у нас теперь по роуту главная страница у нас hello React. Окей. Теперь сразу давайте разберемся дальше. Мы не хотим тут иметь hello React. У нас есть базовая структура нашего приложения в виде компонента layout. У нас есть layout, который нам... Я хочу, чтобы у нас сразу был header, допустим. Все, мы берем вместо вот этого hello React, мы как элемент сюда передаем компонент layout. Вот так. И теперь мы сохраним, перейдем в Safari, и мы видим, что у нас стили применились, менюшка применилась, у нас есть Home, Posts и Add Post. Отлично, это работает. Теперь, у нас по факту сейчас только один роут на главную страницу. Что будет, если мы перейдем на другую страничку? Мы перейдем на другую страничку, и мы видим, что у нас тут появляется ошибка. У нас появляется ошибка, что-то тут написано. Ну, типа, not found, такая страница не найдена, и что нам теперь с этим делать? Нам предлагают, что нужно добавить error boundary и так далее. Как мы добавим этот error boundary? Смотрите, у нас есть компонент error page. Для того, чтобы мы могли его использовать как компонент ошибки, мы можем сделать const error равно use route error. Это хук из компоненты React Router DOM. Мы, по сути, можем теперь вводить разные ошибки, но мы ничего вводить не будем. Мы можем просто сказать, что layout не тут. В навигации мы говорим layout. Если есть какая-то ошибка, то есть error element, говорит, что выведи нам error page. Сохраняем. Давайте вернемся. Уже проспойлерил. Смотрите, вот, по факту, да, у нас осталось всего лишь один роут, это главная страница, остальных роутов не существует. Если я попрошу перейти на роут, допустим, posts, я перехожу, и мне тут not found, back. Что это за страничка? Еще раз смотрим error page. Вот этот not found, это вот картинка, которую я вывел, а back это вот просто ссылка, которую я тоже вывел. То есть это базовый компонент. Если мы уберем, конечно же, error, у нас ничего не изменится. Но в error мы можем там отлавливать ошибки, выводить эти ошибки уже как хотим. В нашем случае мы просто показываем этот компонент как компонент ошибки. И теперь, на какой бы роут мы не перешли, если у нас его не зарегистрировано в роутере, мы никогда эту страничку не попадем, у нас будет всегда выводиться error page. Отлично. Теперь давайте мы добавим с вами уже роут для постов. Чтобы добавить роут для постов. Поскольку мы же сказали, что у нас в layout, ты давай, пожалуйста, все внутренние страницы выводи в одном и том же лейауте, чтобы мы могли иметь доступ к вот этой вот структуре, чтобы у нас всегда, допустим, был header. Для этого в навигации раньше с старым роутером домом мы там делали вот так вот layout, внутри туда там posts, и таким образом мы внутри поста имели уже ту структуру, которая находится в лейауте. Сейчас нам делать нужно это немножко по-другому. Для того, чтобы с вот этим вот новым синтаксисом нам обернуть все компоненты какой-то родительской, допустим, нам нужно обернуть все компоненты в layout. Мы можем также в этом добавить свойство children. И это также массив объектов.
где есть path, мы можем указать здесь posts. И так же самое elements мы выводим сюда posts. Сохраняем. И теперь возвращаемся к проекту, и мы уже видим, что тут что-то происходит, потому что я оставался на этой странице. Давайте. Главное, если перехожу на Add Page, у нас до сих пор такого роута нет, not found. Но если мы перейдем на посты, которые роутер, мы уже роут зарегистрировали, таким образом мы уже получаем посты. Отлично. Дальше нам теперь нужно как-то получать эти посты. Чтобы получать посты, для имитации работы с базой данных мы будем использовать JSON Placeholder. И таким образом будем имитировать работу с базой данных. Так, для того, чтобы получать эти посты, нам, во-первых, нужно перейти на страничку в Posts, потому что мы будем посты инициализировать на этой страничке. И если мы посмотрим вот тут слева, полистаем чуть вниз, мы видим такую штуку, что есть в роутах, есть новая фича с пометкой New, называется Loader. Перейдем на Loader. И мы посмотрим, что loader это некая асинхронная функция, которая якобы вот тут они имитируют работу с базой данных. И давайте мы теперь с вами тоже это сделаем. Смотрите, мы переходим на страничку постов. Сам loader в документации рекомендуется использовать, ну, по крайней мере, они так его используют прямо внутри того компонента, loader, к которому это относится. То есть мы внутри компонента posts экспортируем функцию export const. Пускай это будет posts loader. Это асинхронная функция. В свою очередь, она может принимать два параметра. Request и params. Нам в данном случае params не потребуется, но все равно она может принимать и params, и request. Params потребуется чуть дальше. Теперь, внутри данной функции нам уже нужно выполнить запрос. Поэтому мы можем сделать const data. Поскольку функция асинхронная и это запрос к базе данных, мы используем await. Axios. Нам нужен get запрос по адресу. Адрес у нас интересует JSON placeholder, потому что мы его используем. И вот у нас есть адрес, что нам нужно выбрать posts. По этому адресу мы делаем запрос. И эта функция может теперь вернуть дату. Return data. Я бы даже сказал, она не может вернуть дату, она обязана вернуть дату. На то, что тут ошибки есть, не смотрите, потому что мы используем TypeScript, но мы ничего не типизируем. Итак, у нас есть data и return data. И как теперь нам эту функцию вызвать и получить, собственно, эту дату? Смотрите, мы переходим на уровень роутинга. И мы вот тут, где наш route, мы говорим, что loader, и давай-ка нам posts loader. Что этот loader по своей сути делает? Смотрите, он инициализирует эту функцию в момент, когда мы переходим на ту ссылку. То есть мы, если откроем проект, то в момент, когда мы будем кликать на posts, он автоматически запустит этот loader. Он запустит этот loader, то есть и в этом лоудере мы делаем запрос, получаем какой-то ответ и возвращаем этот ответ. Как теперь этим ответом нам воспользоваться? Для этого тоже в React Router DOM мы идем в posts. Допустим, мы создадим переменную posts. Чтобы нам получить теперь вот эти данные, которые нам возвращает loader, нам нужно воспользоваться хуком из React Router DOM, который называется useLoaderData. И мы вызываем этот хук. Теперь этот пост мы можем распарсить. То есть мы идем в уже разметку нашего компонента. И мы говорим posts. Поскольку нам JSON placeholder будет возвращать вот выход массив, то мы сразу четко понимаем, что у нас внутри даты должен лежать массив из 100 там, объектов постов. Все, и этот массив теперь мы можем парсить как обычный массив. Map, где мы будем принимать какой-то пост и индекс. И возвращать мы будем вот такую ссылочку, где key у нас будет как индекс. Да, то есть мы всегда, когда делаем итерацию массива,
и render, мы должны вернуть, указать обязательно key элементы, которые мы возвращаем. И здесь мы укажем, что давайте-ка post title. Возвращаемся в проект. И теперь мы видим, что у нас, в принципе, это сработало. Вернемся на home, вернемся на posts. Вот все наши посты. То есть лодер отработал на ура. Прекрасно. Вы заметили, что теперь для работы с лодером нам не нужен какой-то стейт, где мы должны все это хранить. Это все уже под капотом, там где-то хранится. Нам не важно это знать. Главное, что мы можем получить данные и рендерим их с помощью хука useLoaderData. Двигаемся дальше, и дальше у нас получение одного определенного поста. Для этого я, конечно, хочу добавить вот такую штуку. Я добавлю внутрь span с классом текст green 300 и текст large. Внутрь я помещу post title, а внутрь я помещу просто post ID, чтобы мы видели ID-шник, с которым работаем. Давайте еще раз вернемся сюда, на посты. Мы видим, что вот тут вот так. Я бы добавил здесь какой-нибудь вот так. И вот у нас получаются ID-шники этих постов. Теперь при клике на каждый из постов я хотел бы переводить на страничку конкретного поста. Для этого мы идем в main TS, где у нас наш роутер находится, и мы можем поступить следующим образом. Мы можем добавить children уже внутрь, вот сюда. То есть children, и дальше там отслеживать ID-шник. Или можем сделать по-другому. Можем это скопировать и сказать, что по адресу posts ID мы будем получать уже конкретный один пост. То есть не posts, а как у нас там single post страничка. И мы закроем это. Теперь вернемся в посты. Мы видим, что мы тут после итерации массива получаем каждый пост. И мы говорим, что мы хотим перейти на сюда вот так вот post.id. Если мы сохраним, вернемся в проект, нажимаем posts на любой пост, и мы видим, что тут что-то выводится. То есть у нас выводится страничка single post page. Здесь у меня просто моковые данные, которые мы сейчас с вами будем заполнять. Теперь можем переходить на страничку single post. Открываем single post. И тут нам теперь нужен новый лодер. Почему? Потому что здесь мы получали все посты, а тут нам нужно получить какой-то конкретный пост. Я не хочу его передавать через пропсы, я хочу его тоже получать через лодер, потому что мы можем это сделать, потому что это у нас отдельный роут, и мы можем спокойно сюда прокинуть этот лодер. Давайте мы его внутри single post создадим. Мы сделаем export const. Это будет single post loader async. Вот так. В loader мы помним, да, мы принимаем request params. В данном случае нам request не потребуется, нам потребуется params. Для чего нам нужен params? Смотрите, мы, когда переходим, давайте посмотрим еще раз, нажимаем back, посты. Когда мы переходим, давайте, допустим, перейдем на 4-й пост. Мы переходим на 4-й пост. За счет того, что мы в постах вот тут указывали to post ID, мы в адресе получаем posts 4. То есть нам теперь нужно вытащить вот этот вот параметр ID-шник. Для этого мы идем в single post. Тут нам нужно сделать запрос на один конкретный пост. Для этого в JSON placeholder у нас есть, если мы тут вот на все посты, а если подняться выше, мы тут видим, что нам нужно сделать тот же самый route, posts, и через слэш добавить этот ID-шник. То есть ID-шник того поста, который мы хотим получить. Для этого мы делаем const data await, не забываем, Axios, импортируем его из Axios, запрос get, link, мы получаем вот такой link, только мы тут делаем бэктики, и вот этот параметр ID-шник нам нужно получать динамически. И для этого у нас присутствует как раз таки вот этот объект params, у которого мы можем достать ID. И не забываем, что у нас всегда возвращается что-то. Мы возвращаем эту дату. И теперь внутри single post мы также можем получить эти данные.
Точно так же const post равно use loader data есть. Теперь нам осталось этот loader добавить в роутере. Сюда loader мы добавляем, как у нас называется, single post loader. Сохраняем. Сюда back. Я заметил, что еще не сделал. Конечно же, нам нужно теперь это все выводить. У меня тут выводились просто данные. А теперь мы, конечно же, все это будем брать из поста, который мы получаем вот тут. Post ID, post title и post body. Сохраняем. Ошибки, опять-таки, это из-за того, что я использую TypeScript и у меня нет типов. Все, переходим в посты. Давайте возьмем пятый пост, нажимаю на пятый пост, и мы видим, что мы получаем пятый пост, его title и его body. Если вернемся назад, это мы возвращаемся на главную. Давайте мы исправим, что у нас будет возвращение на posts. Posts. Давайте 8. Видите? 8. Текст. Back. Там давайте 10. То есть все работает корректно. 10-й пост, текст, заголовок. И вот здесь тоже все переключается. Отлично. Отлично, отлично. И что мы теперь делаем дальше? Дальше мы с вами, если мы зайдем на React Router DOM и полистаем чуть ниже, мы увидим такую прекрасную штуку, как Action и Form. Эти две сущности, они связаны, поэтому давайте мы с вами с этим поработаем. Что такое Action и Form? Action — это, по сути, что-то по типу лодера, только если лодер мы просто загружаем данные, а Action мы будем отправлять какие-то данные на сервер, чтобы что-то произошло. В нашем случае мы будем создавать фейковый. Тут где-то, если полистаем ниже, у нас вот есть creating resource, то есть мы будем имитировать работу с базой данных, мы будем создавать пост. Для этого мы переходим в add post. У нас тут просто обычная форма. И для того, чтобы нам работать с экшенами, у React Router DOM есть такой компонент, который называется form. То есть мы обычную форму меняем на компонент form, который нужно импортировать из React Router DOM. У этой формы есть некоторые параметры. Метод. В нашем случае это будет метод post, потому что мы будем отправлять данные, создавать какую-то сущность. И дальше есть еще action. Action — это тот route, по которому эта форма будет работать. То есть в нашем случае это add. И давайте мы добавим сразу этот route. То есть внутри, вот тут мы добавим просто route add loader. Пока убираем, компонент будем выводить add post. Вот так. То есть мы говорим, что эта форма будет работать по адресу add. Дальше с формой закончили. Дальше нам нужно как-то собирать данные с инпутов, которые у нас есть, и передавать их куда-то, чтобы потом создавать пост на основании этих данных. Для этого нам теперь не нужно заводить, как делать раньше, там, допустим, да, там мы там делали const title set title равно use state. По умолчанию это пустая строка, и на input мы там вешали on change, там принимали какой-то event и делали set title, event, там target value, там, и там 3. И таким образом мы записывали значение инпута в состояние, и потом это состояние уже передавали для того, чтобы создать какой-то пост. Сейчас нам все это не нужно. Мы это убираем. Мы этот onChange убираем. Единственное, что нам нужно добавить здесь name. То есть name у нас тут будет title, у body будет name body. Таким образом мы с вами получим данные из этих инпутов. И дальше нам нужно создать как раз таки action. Мы тоже на уровне компонента. Это action и loader создается на уровне компонента, по крайней мере, так в документации говорится. И мы тоже export const add post action равно тоже async. И что-то мы там будем делать. Принимать мы будем также request и params. Что надо, что не надо, не важно. Мы можем принимать и request, и params, чтобы с этим уже работать. В данном случае нам request обязательно, потому что с ним сейчас мы будем работать.
Дальше нам нужно сделать следующую историю. Смотрите, у нас есть какая-то форма, у них есть поля с неймом, но эти поля пока что нигде не выводятся. Нам нужно как-то получить данные с этих полей. Для этого в экшене есть такая история. Допустим, что мы создадим переменную form data, и она будет являться асинхрон await. Мы берем request, который мы отправляем, и у него берем form data и вызываем эту функцию. Дальше нам нужно создать тот объект, который мы хотим уже отправлять на сервер. Я скажу, что это пускай будет new post. И на сервере от нас ожидают title, body и user ID. То есть от нас ожидают title, body и user ID. Но в таком виде это работать не будет. Смотрите, от нас-то ожидают, да, title, body и user ID. А где хранятся эти данные? Как нам сюда записать те данные, которые лежат у нас в форме? Допустим, если title и body мы там по name, у нас есть input какое-то значение, user ID у нас вообще ничего не существует. Что мы тут хотим передать? Для этого мы указываем, что title у нас находится в объекте form_data, который мы создали, дождались с реквеста. Мы хотим у него получить, у него есть метод get, чтобы получить какое-то поле по name. Нам нужно получить title. То есть get title. То же самое для body. Мы идем в form data, get, и мы получаем body. А user ID я скажу, что пускай это будет там date now. Вот так. Теперь нам нужно сделать запрос именно на сервер. То есть вот у нас есть запрос, который нам нужно выполнить. Для этого мы идем опять await, Axios. Запрос у нас post по адресу. Вот такому адресу. И дальше нам нужно передать данные, которые мы хотим передать, собственно. В нашем случае это new post. И что-то мы хотим вернуть. В нашем случае я хочу вернуть следующий элемент, который называется redirect. Он тоже импортируется из React Router DOM. Я скажу, что после того, как ты выполнишь этот запрос, редиректни меня на posts. То есть на все посты. Сейчас мы находимся на страничке add post. И когда мы создадим пост, я хочу, чтобы ты вернул меня на все посты. И теперь давайте проговорим, что тут у нас происходит. У нас происходит следующее. Мы создали форму. Внутри формы мы указали, что метод post и action, то есть по роуту add, мы будем получать эту форму. Дальше мы создаем action. И мы говорим, что мы создаем объект form_data. Ты await, подожди, пожалуйста, пока из реквеста, то есть мы отправляем запрос, чтобы подожди, пока я, функция add post action, получил request form_data. Form_data мне нужно получить те данные формы, которые мы, в принципе, тут и получаем. То есть мы же данные должны брать откуда-то. Вот мы их будем брать с формы. И для того, чтобы эти данные получить, ему нужно какое-то время. Он говорит, сделай мне await, подожди, пока я получу эти данные через функцию form_data. Когда мы получили эти данные, мы создаем новый объект уже с этими данными. Мы вытягиваем конкретные поля, которые мы там получали по name. И мы говорим, что когда мы сформировали уже новый объект, мы говорим, что вот по адресу, да, пост. У нас сейчас это фейковая история. Я в конце еще покажу как бонус из рабочего примера, как это работает. И говорю, что когда мы успешно выполнили запрос, то, пожалуйста, давай сделай редирект на страничку posts. И давайте теперь посмотрим, как это работает. Если я нажму add post, добавлю, например, откроем сюда, добавим network, откроем вкладочку. И пост, допустим, title 1. И тут post body я хочу написать. Body. Я нажимаю submit. И мы видим, что у нас сейчас выполнилось два запроса. Первый запрос. Видно, что у нас, если мы посмотрим header, статус 201, то есть created. То есть запрос отработал отлично. И в превьюхе мы видим, что мы отправили title, мы отправили body и мы отправили user ID. А второй запрос у нас уже loader, который у нас загрузился, когда мы перешли на страничку posts.
То есть, по идее, тут должен был бы отображаться тот элемент, который мы создали. Но поскольку база данных фейковая, мы этого элемента не видим. В конце я покажу на рабочем примере, как это работает, чтобы мы видели прям разницу. А пока что мы можем убедиться в том, что это действительно работает. То есть мы идем add post, давайте там QWERTY 1, 2, 3. Я нажму submit, у нас опять два запроса. Первый мы создали, мы можем убедиться, что статус 201 created. Мы создали QWERTY 1, 2, 3. И также у нас сразу отработал лоудер, чтобы обновить данные, которые у нас имеются в базе данных. Повторюсь, база фейковая, мы не видим данных, но в конце я вам все это, конечно же, покажу на рабочем примере. Теперь, что делать в ситуации, когда у нас по одному роуту может быть несколько запросов? То есть, что я имею в виду? У нас тут может быть пост, вот тут, да, пост на создание. У нас также может быть пост на получение, на удаление, на обновление одного и того же, то есть по одному и тому же роуту может быть много запросов, может быть много экшенов. Но мы сюда не можем передать несколько экшенов. Мы сюда не можем передать, допустим, еще там какой-то экшен. Нет, мы так делать не можем. Мы должны все делать в одном экшене, потому что экшен мы принимаем одну функцию. Для этого перейдем в single, в add post. Мы можем разделять эту историю вот таким образом. Мы вырезаем все, что тут было, и мы говорим, что давай-ка мы воспользуемся свитчом, и мы будем отслеживать request.метод. И мы говорим, что, допустим, если кейс метода post, то давай-ка. Только тут нам не нужно двоеточие. А вот тут нужно. И мы говорим, что, дружище, если у тебя пост запрос, а мы видим, что у нас эта форма, конкретно эта форма, у нас форма на добавление, и у нее метод post. И мы говорим, что давай-ка, дружище, если метод post, ты нам создай этот новый пост. Возвращаемся, чистим, говорю new post и body new body. Нажимаю submit. Мы видим опять два запроса. Первый headers created, то есть запрос отработал, вернул new post и new body. И дальше опять-таки все посты подгрузились. То есть это говорит о том, что данный метод работает. И теперь, если нам нужно какой-то, допустим, сделать тот же самый там какой-нибудь delete, мы просто копируем этот кейс, говорим delete, и тут уже делаем логику на удаление этого поста. Это я тоже покажу. И таким образом мы можем делать этих кейсов столько, сколько нам нужно. Там кейс, что там еще есть? Put для обновления, какой-нибудь там get. То есть и вот тут мы можем полностью проделать весь крут операций, то есть create, read, delete, edit. То есть все операции, которые мы можем сделать с этим постом, мы можем проделать в одном всего лишь экшене. Вот таким образом это в принципе и будет работать. Окей. Последнее, что я еще хотел бы добавить в этом уроке, это немножко разнести эту историю. Смотрите, у нас получается так, что сейчас у нас очень маленькое приложение, но уже тут 20 строк кода роутинга в компоненте main.tsx. Мне не нравится, этот компонент должен быть максимально пустым. То есть у нас вообще весь компонент на 40 строк. Это никуда не годится. И поэтому я выбираю такой путь. Я вырезаю просто вот этот объект роутер. Я его вырезаю. В папочке src создаю... Не то. В папочке src создаю папочку, допустим, роутер. И создаю файлик router.tsx. Важно, нам не подойдет вариант router.ts или router.js. Я сейчас объясню почему. Потому что если мы сейчас возьмем этот роутер, добавим в router.js, у нас будут ошибки по тому принципу, потому что у нас JS не понимает вот такого синтаксиса. В JS нет таких элементов. Вот такие вот компоненты — это элемент JSX. Поэтому нам нужен либо JSX, либо TSX, в зависимости от того, что вы используете. Теперь нам нужно импортировать сюда все недостающиеся зависимости. Я нажимаю импортировать все, что нам необходимо. Я говорю, что давай-ка мы будем теперь эту константу экспортировать. Export const router. И теперь сюда в main.tsx мы вот эти все ненужные нам элементы, импорты удаляем.
И мы говорим, что роутер, у нас есть отдельный файл с роутером, ты, пожалуйста, его импортируй. То есть у нас роутер лежит внутри роутера TSX. И теперь, если мы это сохраним, перейдем в наше приложение, обновим страничку, и мы убедимся, что все работает. Вот запросы отправляются. Add post query вот так вот, вот так вот. Нажимаем Submit. Запрос прошел. Все роуты получены. То есть все, в принципе, работает, все лаконично, все по разным файликам разнесено, и все супер. Кому-то может показаться, что этот роутинг довольно-таки сложный и неудобный. Честно сказать, первое впечатление, когда я только начал с ним знакомиться, мне тоже показалось все это очень неудобным. Но когда я начал это использовать чуть побольше в проекте, том, который я сейчас пилю, для вас, кстати, то мне эта тема понравилась, и мы с вами там будем более детально всю эту историю прорабатывать. А сейчас, как и обещал, живой пример. Маленький будет спойлер того проекта, что я делаю, и там мы посмотрим, как работает этот роутинг уже с настоящей базой данных, с настоящими данными. И теперь давайте посмотрим, как это в принципе работает на живом примере, где уже есть работа с базой данных, с настоящей базой данных. Тут у меня сразу скажу, что у нас это рабочая, это черновик, и тут еще мало что готово, но именно данная функция готова. Давайте посмотрим. Во-первых, что у нас тут есть. Тоже форма, title, количество, категория. Поехали. Смотрим route. Точно такой же роутер в отдельном файле, где у меня есть path incomes. Если мы посмотрим, тут сейчас мы находимся на incomes, где есть какой-то лодер, какой-то action и сам элемент. То есть все то же самое, что мы с вами только что делали. Смотрим теперь сам компонент incomes. У нас компонент incomes имеет в себя какую-то форму, то есть, ой, вот так, вот так. У нас есть форма, вот она. И таблица, куда мы будем выводить все эти результаты. Ничего сверхъестественного, тут ничего интересного. Дальше loader. Кстати, вот то, чего не было в прошлом уроке. Здесь мы видим, что тоже loader может загружать абсолютно разные данные и отдавать потом эти данные и переиспользовать в разных местах. Теперь у нас есть конкретно к этому примеру loader, который нам будет возвращать incomes. И также есть какой-то action, тоже по методам post и delete. Я пока что сделал, чтобы показать. Мы тоже делаем запрос, создаем этот элемент, и delete мы просто его удаляем. И потом этот incomes мы тоже через use loader data мы берем incomes, и вот тут мы его через метод map уже парсим и отображаем в проекте. То есть все то же самое, что мы с вами делали только что, только единственный нюанс, здесь уже рабочая база данных. Обратите внимание, что тут нет никакой работы со стейтом. Тут нет ни редакса, ни mobx, ничего тому подобного. Смотрите, обновляем title, я говорю title, amount 250. Категорию любую, нажимаем submit. У нас создалась инкамка, где title 250. Давайте title 2, 1250. Добавляем. Видите, у меня нет никакой работы со стейтом, но у нас данные автоматически уже обновляются и они работают. То же самое, если мы сейчас будем делать delete, у меня тоже на это, где-то у нас тут был, вот delete, то есть мы видим, что мы здесь удаляем только из бэка. Вот, да, мы тут получаем данные с формы, мы говорим income ID, что за ID, мы вот тут делаем запрос на backend, чтобы удалить тот элемент, мы показываем toast, то есть это компонент, который тут справа выезжает, что он удален, мы делаем редирект. То есть таким образом у нас тут нет никакой работы со стейтом. Но если я нажимаю на удалить, у нас элемент удаляется, у нас показывается тост, и у нас сразу состояние здесь обновляется. Потому что под капотом вот тут use loader data это все уже заложено, это все уже работает именно таким образом, что нам не нужно тут использовать какой-то стейт для всего этого. Submit. Все, у нас есть куча этих, и мы можем просто создавать, удалять, и у нас все работает прекрасно. Нравится вам это или нет, сложно вам это или нет, делать выводы вам. А на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока-пока.